Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня в кадре педикюр. Вот такие вот стопы у нас сегодня. Девушка у меня впервые. Есть сухинотоптыши на пяточках, да и в принципе стопы и пальчики уже требуют педикюра. Как всегда, начинаю сначала со снятия старого материала. Твердосплавной фрезой с красной насечкой снимаю предыдущее покрытие. Сразу хочу сказать, девчонки, если у вас так получилось, что уже не было давно педикюра, то дома спокойно можно обрезать ногти вместе с гель-лаком и немножко запилить их. Таким образом вы сможете избежать многих проблем, которые могут возникнуть из-за твердых длинных ногтей, которые покрыты гель-лаком, и закрытой обуви. Одну из этих проблем вы сегодня увидите у моей модели. А еще, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свой прямой эфир, который пройдет в Инстаграм на страничке Пода Марафон. Будет это все происходить 11 сентября в 18:00. Я буду участвовать спикером, и моя тема – эстетика в педикюре, обработка пальчиков. Сможем с вами пообщаться, вы сможете задавать любые вопросы. А еще разыграю клевенький приз – консультацию со мной по скайпу. Так что заходите на мою страничку в Инстаграм, ищите условия участия и страничку Пода Марафона, и добро пожаловать ко мне на эфир. А я тем временем сняла покрытие, убрала длину, опилила форму ногтей, немножечко опилила поверхность ногтей. И теперь работаю пламенем с синей насечкой. Пламя у меня 0,23 диаметра, и работаю я на 15-17 тысячах оборотов. На марафоне покажу работу на модели, расскажу все нюансы обработки пальчиков, и точно уж у вас не останется вопросов, как сделать это аккуратно и чисто. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Оставляю пока пальчики в таком состоянии и далее буду обрабатывать стопы. Работать буду диском по сухому. Приклеиваю файл на 100 грит. Работаю на форварде на 13-15 тысячах оборотов. Этим файлом спиливаю все самые огрубевшие участки кожи.
Вот в таком лохматом состоянии у нас сейчас находятся стопы, но зато самые огрубевшие участки уже убраны. Теперь нужно все зашлифовать. Приклеиваю файл на 180 грит и продолжаю обработку стоп. Теперь моя задача все хорошенько зашлифовать, чтобы нигде ничего не торчало, а также обработать пальчики со всех сторон. На пальчиках тоже иногда бывают омазолелости, вот их хорошо убрать файлом на 180 грит. В заключительном этапе обработки стоп приклеиваю файл на 240 грит. Этап полировки должен занимать самое минимальное количество времени, ведь у нас уже все убрано, зашлифовано и остается лишь заполировать. Прохожусь по всей стопе, по пальчикам и готово. Теперь продолжаю обрабатывать пальчики. Смачиваю все обильно мыльной водичкой, прохожусь еще раз пушером и кюреткой вычищаю подногтевые валики. И вот тут можно заметить, что у девушки на большом ноготочке справа анихолизис. По-хорошему здесь нужно все срезать и оставить ногти в таком состоянии, не покрывать. Но так как моя модель едет на море, я сегодня покрою ей ногти гель-лаком, а после моря она приедет, мы все снимем и зачистим. Причиной такого анихолизиса может быть закрытая обувь и, как вы видели ранее, длинные очень ногти, покрытые гель-лаком. То есть перенашивать в педикюре покрытие категорически запрещено. Повычищала кюреткой все подногтевые мозольки и далее срезаю кутикулу ножничками. Дорабатываю синусы накожницами. Option to be someone else, I would, and let go of you. I know that I'm obvious, yet I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will
Boy, someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody? Подготовила все ногти к покрытию, обезжирила нейл-препом и покрываю тонким слоем жидкой базы. When there should be two of us. And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy that you don't. Why am I the only one who's left in the rain? The only one that's left in the rain. The only one that's left in the Выбрали сегодня вот такой вот оливковый цвет. Покрываю, как обычно, в 2 слоя с промежуточной просушкой. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Why am I the only one who's feeling this pain when there should В конечном итоге перекрываю все матовым топом и просушиваю в лампе еще 60 секунд. different things, but letting go just comes easy that you don't. Why am I the only one who's left in the rain? Вот такой вот у нас получился сегодня педикюрчик. Если вам был полезен сегодняшний сюжет, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я всем желаю хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!